Ксения Собчак была одной из ведущих премии Муз-ТВ. Звезда не удержалась и решила подойти к паре Тимати и Анастасии Решетовой. Высказывания блондинки в адрес избранницы музыканта вызвали волну хохота по всему залу. Смотрю на такую женщину, понимаете? Я думаю, господи, бедная Симона Яковлевна, что же она должна чувствовать? Вырастет мальчик, малыш маленький, и вот с такой вот на церемонию будет ходить. «Ужас», — заявила Собчак в эфире. 22-летняя модель не ответила на обидные слова Собчак, она просто улыбалась в течение всего монолога ведущей. Тимати также промолчал, его мама Симона Яковлевна, сидевшая позади пары, посмеялась над всем проходящим. Спустя несколько дней рэпер все-таки написал пост в Инстаграме. В нем он сообщил, что премия Муз-ТВ давно устарела, а ее ведущие были некомпетентны. По сути, кроме названия из года в год ничего не меняется, ни беспардонность некоторых ведущих, ни ощущение бесконечного междусобойчика, ни понимание реального современного рынка музыки, ни отсутствие желания идти вперед и делать крутой продукт, ни механизм сохранения отношений с теми, кто либо за год выслужился, либо еще пригодится. Все это как-то нелепо и странно. Это как получить в подарок ботинки, которые поджимают и трут, но прийти в них к тому, кто подарил, на юбилей, чтобы он обязательно это заметил, и ему было приятно. Отсюда естественный вопрос: а что же ты в прошлом году не возмущался, когда получал артист года? Ответ простой: СМ. Абзац про ботинки. Дословно: в этом году не играл по правилам, заявил музыкант. Далее Тимати продолжил нелицеприятно высказаться о церемонии в целом. А в частности он лично обратился к директору премии Муз-ТВ Арману Давлетерову. «Дорогой Арман, ты настолько заплесневел в своем маленьком выдуманном мире, что сам не понял, как в интервью подтвердил все, что я написал ранее выше. Цитирую: «Тимати не ходил на мероприятия весь год, не пел бесплатно и не участвовал в активностях канала. Поэтому он не получает награды». Кому еще после этих слов, что непонятно про эту премию? Я бы на твоем месте побоялся бы вообще комментировать эту ситуацию. Над тобой есть руководство, которое также читает разные ленты и новости. Прикинь, если они прочитают ленту комментариев людей и их отзывы о премии, интересуется артист. Далее музыкант в пух и прах разносит весь отечественный шоу-бизнес, заявляя, что исполнители появляются на церемонии Муз-ТВ. Потому что больше ходить некуда, просто они не могут позволить себе это высказать вслух, отмечает Тимати. Сама Анастасия Решетова, после публичного унижения опубликовала в Инстаграме пост, посвященный злопыхателям.
Также девушка поставила лайки тем пользователям сети, которые попытались оскорбить Собчак нелестными комментариями. Один из самых полезных жизненных навыков – это умение быстро забывать все плохое, не зацикливаться на неприятностях, не жить обидами, не упиваться раздражением, не таить злобу. Не стоит тащить разный хлам в свою душу, написала модель. Позднее Арман Давлетеров решил ответить Тимати. Продюсер также выбрал для баталии Instagram, опубликовав пост, посвященный рэперу. Тебе точно не стоит думать о моих взаимоотношениях с акционерами. В отличие от тебя они интересуются экономикой, далее цифрами канала, которые их устраивают, хочу заверить тебя. Прости, они не читают комментарии в твоих соцсетях, у них другой уровень. Блевотиной я называю то, когда при встрече ты обнимаешь меня, жмешь руку, а уходя, тихонечко обсираешь, потому что не получил тарелку. По поводу концертов, где тебя не было в течение года, почему-то твои друзья, коллеги, которые выше тебя и по статусу и по уровню, такие как Лепс, Валерия, Меладзе, Кобзон, Крид, Мот, Эмин, а студия приезжают на эти съемки и их они устраивают и поддерживают канал. Ты этими словами унижаешь их тоже. Теперь по поводу рейтингов канала и премии. За последние 3 года рейтинги и доля канала – самые высокие за все время существования канала и премии. Не обижайся, дружище, тебе скандалить в соцсетях не впервой, это твой конек, с моей стороны, это чисто рабочие моменты, сообщил Арман.